Всем привет! В Казахстане и Белоруссии новый Москвич продают намного дешевле, чем в России. Как же так получается? Ведь он производится у нас. Давайте разбираться. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Как вы уже знаете, в Москве недавно начали собирать кроссовер Москвич 3. Официальная цена в России от 1 миллиона 970 тысяч рублей, без учета наценок дилеров и волатильности курса рубля. Это за машину с механической коробкой передач. Цену на версию с вариатором пока не называли. Полагаю, что это будет 2 миллиона 200 тысяч, а в топовой комплектации все 2,5 миллиона. После объявления этой космической стоимости, даже проплаченные блогеры как-то приуныли, ведь обещали народный автомобиль за 500-700 тысяч рублей. Тем более Москвич 3 это копия китайского JAC GS4, который в Китае стоит 700 тысяч рублей. И это адекватная цена, а не 2 миллиона, как у нас. Ладно, в Китае такие цены, но и в Казахстане и в Белоруссии этот автомобиль стоит намного дешевле, чем у нас. К примеру, в Белоруссии новый Москвич 3 в точно такой же комплектации с механикой стоит 1 миллион 600 тысяч рублей. Разница с российской ценой в 400 тысяч. В Казахстане цены на новый Москвич 3 вообще начинаются с 1 миллиона 450 тысяч рублей. Колоссальная разница с Россией в 500 тысяч рублей. Почему так происходит, для меня пока загадка. Я не понимаю, почему в России машина, которая как бы у нас собирается, стоит на 400-500 тысяч рублей дороже, чем в соседних странах. А как же разговоры про народный автомобиль? Про то, что цены на новые машины надо снижать? Поскольку покупательная способность населения упала, люди не готовы отдавать такие деньги. Говорят так: я за эти деньги лучше бэушную японку куплю, леворульную на вторичке, китайца под заказ и так далее. То есть Москвич 3 это обычный дорогой китайский автомобиль. Кто же будет покупать эти машины? Конечно, физлица тоже, но в основном планируются закупки для госнужд, для каршеринга и такси. Чиновники средней руки тоже готовы ездить на Москвиче, лишь бы не на Гранде. Да, конечно, очень хорошо, что предприятия не сравняли с землей и не построили здесь жилой комплекс, а ведь такие предложения были. Слава богу, хватает людей, которые понимают, как важно сохранить завод и со временем превратить его в серьезное прибыльное производство. Очень хочется надеяться, что это удастся. Ну и обещанная мною шутка юмора. Я тут вчера на пляже видел двух купающихся девушек, совершенно обнаженных. В такой холод, наверное, моржи. Но одна точно морж, а вторая ничего, симпатичная. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Почему в России такие цены? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.